То, что кризисные явления в мире нарастают, уже понятно всем. Даже такой, в общем, не самый выдающийся интеллектуал, как премьер-министр Великобритании Кэмерон, сказал, что вот нас вот-вот ждет новый очередной большой кризис. И по истерике, которая у разных западных лидеров, это тоже видно. Во всяком случае, когда фрау Меркель сразу после саммита в Брисбене начинает говорить о том, что нужно форсировать создание зоны свободной торговли между Евросоюзом и США, после которой в Западной Европе произойдет такая же деиндустриализация, какую сама Западная Европа устроила там для Болгарии или Прибалтики, то, в общем, мы понимаем, что только очень могучего масштаба события могли заставить этих людей совершать столь опасные действия. Потому что если бы ситуация развивалась более-менее нормально, они бы, конечно, никогда бы не решились. Это слишком сильный удар по их статусу и, соответственно, положению. То есть, иными словами, все уже понимают, что долгосрочных последствий уже не будет, потому что произойдут некие события, которые все сказанное ранее спишут намертво. Значит, что же это за события? Вот здесь нужно объяснить, что происходит с точки зрения экономики. Дело в том, что современная экономическая модель – это модель бреттон-вудской финансовой системы, финансово-экономической. Многие считают, что бреттон-вудская система умерла после 11 сентября, после 15 августа 1971 года, когда США объявили второй в 20 веке дефолт, отказавшись обменивать доллар на золото, но это не так. На самом деле бреттон-вудская система – это модель расширения зоны доллара, под которые были созданы специальные институты МВФ, Мировой банк и ГАТТ, соглашение по тарифам и торговле, которое сегодня называется ВТО. И эти институты никуда не делись. Они определяют модель бреттон-вудской системы, смысл которой состоит в том, что все активы привязываются к доллару. То есть, иными словами, модель современной экономики устроена следующим образом. Это механизм перераспределения дохода, который образуется от того, что Федеральная резервная система США печатает доллары под новые активы, которые входят в долларовую систему. Вначале это были страны Западной Европы, потом Япония, Тайвань, Сингапур, потом Корея, потом Китай, потом страны социалистического содружества. И сегодня эта модель подошла к естественному концу. Все активы, которые есть в мире, в том числе нефть, которая есть в недрах России, уже котируется в долларах. Она входит в долларовую капитализацию тех компаний, которым подлежат эти месторождения. Нету в мире больше долларовых активов. В результате обнаруживается, что печатать доллары больше невозможно. Активов нету. Была сделана попытка сделать фиктивные активы, так называемые деривативы, выяснилось, что это больше не работает. Их слишком много. И прибыли в мировой экономике больше нет. Прибыли в мировой экономике больше нет. Все участники процесса, включая там Россию, включая Китай, говорят: ребята, а как же так? А где наша доля? Мы так не договаривались. Дело в том, что раньше вот эту эмиссионную прибыль делили между всеми. Да, конечно, США доставалось больше, но и остальные получали свой кусок. В частности, Россия через высокие цены на энергоносители. Дальше элиты всех стран мира могли решать, то ли это воровать целиком, как это происходит, например, в Нигерии, то ли, соответственно, как-то делиться со своими народами. Но ситуация, при которой не дают ничего, она всех категорически не устраивает. Более того, в связи с началом экономических проблем в Соединенных Штатах Америки, они стали использовать бреттон-вудские институты, прежде всего финансовую систему, для того, чтобы
не давать, а наоборот забирать для того, чтобы спасать свою экономику. В этом смысле очень показательные результаты выборов в Соединенных Штатах Америки, потому что, собственно говоря, выборы эти были между двумя концепциями. Концепция первая – спасать мировую финансовую систему за счет ресурсов США, то есть, иными словами, все-таки, несмотря ни на что, всем чего-то давать. Либо же другой вариант – спасать американскую экономику за счет всех остальных, то есть отбирать у всех в пользу США. И победила именно вторая концепция, которая у американского избирателя ассоциируется с республиканской партией. То есть, иными словами, мы вступили в мир, который больше для стран третьего мира, то есть, собственно, не Соединенных Штатов Америки, долларовых инвестиций больше не будет, а наоборот, капиталы начнут оттягиваться обратно в Соединенные Штаты Америки. В этой ситуации, которая никого не устраивает, ожидать, что будет стабильность, невозможно. И в этой ситуации, скорее всего, все начнут так или иначе ситуацию раскачивать. Они уже начинают ее раскачивать. Соединенные Штаты Америки, в общем, понимая всю безнадежность этой ситуации, как-то пытаются совершать какие-то такие ритуальные действия. Обама, как мы знаем, был сторонником альтернативного подхода, то есть он считал, что лучше спасать мир, чем Соединенные Штаты Америки, и проиграл. И в этой ситуации я склонен считать, что взрыв, который полностью разорвет вот эту вот бреттон-вудскую, остатки бреттон-вудской системы, произойдет достаточно быстро, может быть, в течение года-полутора. Внутренний конфликт в России сегодня, скорее всего, будет сконцентрирован в послании президента. Именно по этой причине ходят упорные слухи о том, что идет схватка как бы двух сил и готовятся два варианта альтернативных, во всяком случае, экономической части послания. Ситуация такая. Значит, есть либеральная группа, которая сторонники бреттон-вудской модели, то есть МВФ. Они работают исключительно по лекалам МВФ. Поэтому ожидать от Набиуллиной, Улюкаева, Шувалова, Дворковича какого-то откровения в пользу поддержки российской экономики невозможно. Они получают инструкции, которые исполняют. При этом логика у них очень простая. Они говорят: ребят, смотрите, мы же получали свой кусок. Зачем же нам разрушать эту модель? И согласиться с тем, что этот кусок больше мы не получим, потому что этого куска вообще нету, они не могут, потому что единственное их конкурентное преимущество по сравнению с другими людьми – это возможность договариваться с МВФ. То есть если МВФ в рамках бреттон-вудской системы ничего не дает, эти люди вообще никому не нужны. По этой причине они любой ценой пытаются сохранить вот наши остатки вот этой вот системы. Понимают они или не понимают, что в результате у нас вытягивают капитал и только ухудшают наше положение, я не знаю. Может быть, они и понимают, но согласиться с этим не могут, потому что тогда им надо бежать вместе с капиталом, и кем быть? Мелкими профессорами в каких-нибудь провинциальных американских университетах? Обидно же, они там вице-премьеры, там председатели центробанков и прочее, а там они кто? И жить на одну зарплату, это вообще, представьте себе там современного российского министра, которому говорят, что надо жить на одну зарплату и еще платить все налоги. Это просто запредельный цинизм в их понимании. Другая, соответственно, концепция говорит, что надо наоборот, надо строить собственную региональную финансовую систему. Что если у нас уже больше не будет долларового инвестиционного механизма, то мы должны строить свой собственный региональный эмиссионный центр и создавать свой собственный инвестиционный механизм. Я говорил об этом позавчера в Астане на большой конференции, посвященной началу второй пятилетки индустриализации. В Казахстане, в отличие от России, импортозамещением занимаются уже 5 лет, и в отличие от России, хотя стартовые условия у Казахстана хуже, чем у России, просто потому что экономика сильно меньше. В Казахстане плюс 4-5% роста, при том, что мы уже 2 года падаем. Это результат индустриализации. Значит, мы обсуждали эту тему с президентом Казахстана. Был такой круглый стол, который изначально планировался на полчаса, на 40 минут, длился 2 часа, и там вполне себе была реальная дискуссия, потому что Назарбаев реально задавал вопросы на тему о том, что можно сделать. Я как раз там
говорил о том, что нам нужен собственный инвестиционный ресурс, потому что в рамках Бреттон-Вудской системы мы больше инвестиционного ресурса не получим. Вот тот спор, который сегодня идет, этот спор как раз о том, какой выбирать путь. И поэтому компромисса быть не может. Поэтому идут слухи о том, что послание готовит только администрация, а правительство не участвует, а правительство, в свою очередь, вместе с Высшей школой экономики пишет свою либеральную тему о том, как бы, что нет Бога, кроме МВФ, и, соответственно, там, я уж не знаю, кто там, Лагард, соответственно, пророк его, или там Джанет Йеллен. Чем все закончится, я не знаю. Но мне абсолютно очевидно, что уезд Путина из Брисбена связан не с тем, что его обидели. Вы меня простите, конечно, человек, который по образованию, соответственно, представитель спецслужб, его на такого рода вещи натренировали еще в детстве, чтобы не реагировать на это. Он уехал оттуда не потому, что его обидели. Он уехал оттуда потому, что он понял, что с этими людьми разговаривать бессмысленно. Потому что они не хотят и не могут обсуждать реальные проблемы кризиса. Потому что они исполняют, там некоторый спектакль. Почему они это делают? То ли потому, что они марионетки, поставленные кем-то, и тогда разговаривать нужно с их кукловодами, то ли потому, что они просто не понимают ничего. Это вопрос отдельный. Я склонен считать, что скорее они именно марионетки, но не в рамках какой-то политики кукловодов, а в рамках некоторых правил игры, условно говоря, такой вот либеральной политкорректности, которые настолько устоялись, что выскочить из них уже никто не может. Да? Вот как белка в колесе. Вот они крутятся в этом колесе и ничего не могут сделать. И поэтому разговаривать с ними бессмысленно. Поэтому нужно сейчас создавать альтернативные модели. И вообще и забыть и про Евросоюз, и про Соединенные Штаты Америки на какое-то время. Потому что Евросоюз уже точно не жилец. Как он будет распадаться, это вопрос отдельный. Скорее всего, они попытаются сохранить Евросоюз, сделав его как бы двухступенчатым, то есть там будет часть Западная Европа, старый Евросоюз, который как бы первого сорта, Восточная Европа будет Евросоюзом второго сорта до полного выхода и вообще отказа от него. Но в общем я считаю, что вот эту тему можно закрывать. Фрау Меркель, сказав о том, что нужно форсировать зону свободной торговли с Соединенными Штатами Америки, фактически поставила крест на Евросоюзе. Все, вот про него можно забыть. На самом деле тот острый конфликт между прозападными и евразийскими силами, который был в России еще с начала 90-х, сегодня впервые вышел на уровень, при котором анти-МВФовские силы, не то чтобы сравнялись с либеральными, но, по крайней мере, их голос слышен. И сегодня мы увидим на самом деле, насколько либеральные силы способны предъявить обществу хоть какой-то аргумент. До сих пор все аргументы, которые они предъявляли, это были аргументы власти. Они говорили: ребята, мы договариваемся с МВФ, и поэтому вы должны нас держать. Сегодня уже понятно, что МВФ ничего не даст, и значит предъявлять аргументы нужно обществу. Что они могут предъявить? Уничтожение образования, уничтожение медицины, уничтожение пенсионной системы, уничтожение банковской системы. Фактически все, чего касаются либералы, превращаются в труху. И если президент Российской Федерации в своем послании выберет либеральный вариант, то я боюсь, что и его власть превратится в труху.